Привет, а я тут. Вообще, да, я не пропадал же, но строительство города что-то подзатянулось. Но на самом деле этому была причина, и я не ленивый, как раз наоборот. Я очень хотел строить и продолжить снимать видео, но мне нужен был перерыв. И перерыв не прошел зря. Я вернулся с новым форматом и с новым подходом. И да, сзади меня стоит лаборатория. Одно из условий ее было показать это, набрать 40 лайков, классно я сказал. И знаете, я даже не думал, что там наберется аж 70, хотя, когда я последний раз заходил, там уже было 80. И сколько их сейчас, я не знаю. Вот такое вот у меня было лицо, когда я это увидел. Ребята, большое вам спасибо. Ну что же, вы заслужили, давайте я проведу экскурсию. Я очень хотел, чтобы такое место для меня несло некоторую пользу, и сначала я думал построить базу с большим количеством голов, которые можно будет использовать в строительстве. Идея-то хорошая, но вот только появилось одно очень большое «но». Во время стрима в чате мне написали про то, что головы нагружают Майнкрафт. Я сразу в это не поверил, но чуть позже я проверил данную информацию. Спасибо тебе, чувак, ты спас кучу времени, и прости, я уже не помню, кто это был. Головы дают серьезную нагрузку на ПК, что не входит в мое понятие оптимизированного города. А знаете, что нагружает еще мир? Баннеры, которые стоят у меня в каждом доме. Но ладно, я их буду убирать на стриме, хотя в этом не уверен. Баннеры, как и головы, отгружаются довольно-таки быстро из поля зрения. И я еще не уверен в том, нужно ли отказываться от этой идеи. Но пока в лаборатории будут лежать другие вещи, хоть и не настолько важные, но все же мною часто использованы. В этот список пока только входит палочка, которая может делать вот так. Здесь я буду класть предметы, которые долго доставать, то бишь палочку, чтобы получить эту палочку, надо прописывать команду, это искать ее надо долго, в общем. Ну и соответственно это место можно назвать моим штабом, в котором я могу сидеть и смотреть на рыбок. А еще тут есть лифт. Но кроме лаборатории я сделал еще много другого, что заслуживает вашего внимания. И на этом мы не остановимся. Первое, естественно, что стоит заметить, это изменение дорог. По правде говоря, изначально дороги были очень неприятными на вид. Что в них поменялось? А поменялся цвет с абсолютно черного на серый. Полоски на дорогах стали желтыми, а пешеходные переходы остались белыми. Также стоит заметить, что в некоторых местах был изменен размер дорог. Вы могли не замечать, но раньше их ширина везде была разная. А я же сократил это значение до уже установленного стандарта 7 блоков ширь. Это сделает дороги более целенаправленными и не уж сильно раздутыми, как это было раньше. Также, как вы уже заметили, везде были добавлены прилегающие к основной дороге тротуары. Такой прием мне больше нравится, нежели чем первый, и выглядит он более компактно в сфере Майнкрафта. Еще были добавлены фонари, которые, кстати, мы еще далеко не везде достроили, но этим я буду заниматься на стриме, потому что они требуют в себе очень грамотной симметричности в городе. А также, точно, головы. Некоторые, кто был на стриме и у кого был официальный аккаунт Майнкрафта, я размечал их головы вот сюда. Не знаю зачем, просто так. Давайте мы это снесем во избежание лишней нагрузки на мир. Также возле полицейского участка были выстроены жилые дома, но стоит заметить, что снаружи они еще не до конца обустроены. Вообще в городе есть много сырых мест, а также недостающих глобальных изменений, которые я собираюсь исправлять. Но делать я их буду на стриме или за кадром. Список того, что я хочу исправить, вы видите на экране, но он постоянно изменяется, поэтому это только малая часть всего, что надо успеть. И скучать мне уж, поверьте, не придется. А что по поводу сегодняшних планов? Начнем мы, пожалуй, с комментария. Анастасия Петрюк просит добавить на заправку баллон с газом. Выполнено. Максим Малиновский просит возле школы построить большое дерево. Сделано. Драйв ТМ предлагает добавить возле заправки пару фур. Ну, я решил сделать стоянку автобусов. Есть. Шалун просит сделать велосипедную парковку возле школы. И он же предлагает немного получше обустроить медицинский пункт. Есть! А еще просто смешная переписка с Рамиром. Построй маленький киоск, где можно купить то, что не продается в столовой. Я не буду строить сигаретную. А чё?
Ребята, вы просто лучшие. Пишите свои предложения в комментариях и не расстраивайтесь, если вы не попали в ролик. Просто я стараюсь отбирать только нужное. Ну что, дела не ждут? Ракета строится, начинаем импровизировать. Сегодняшний выпуск обещает быть интересным. Итак, первым делом я начал делать разметку дорог, которая моя же. Итак, первым делом я начал делать разметку дорог. Моя задача была построить больше жилых домов, больше многоэтажек, поэтому дорогу я разметил на достаточно большую территорию. Сюда должно было поместиться около 3 девятиэтажных продольных домов. Да, масштабы довольно большие, но я знал, что я смогу с ними справиться. Как и с предыдущей пятиэтажкой, здесь нам достаточно сделать первый этаж, а уже его откопировать на все последующие. Поскольку я знал, что все построенное будет перекопироваться, моя задача была сделать все без ошибок, все красивым и не пустым, поэтому процесс обустройства этажей довольно-таки подзатянулся. На записи непонятно, сколько времени прошло, но несколько часов точно, ибо кроме обустройства квартир мне нужно было еще придумать грамотное расположение стен. Так вот, когда через несколько часов первый этаж был готов и когда я все перепроверил, мне оставалось лишь его откопировать. Возможно, кто-то из вас уже догадался, но первый этаж сначала надо скопировать на второй, а потом начать редактировать второй этаж. А первый этаж, как это ни странно, не везде подходит по строению. К примеру, наружная дверь, она должна располагаться лишь на первом этаже, когда же на последующих вместо нее должно быть окно. Также почтовые ящики должны располагаться исключительно на первом этаже. И не стоит забывать про редакцию освещения в доме. А в шахте лифта тоже были заморочки свои. И да, кстати, лифт не рабочий, но он обустроенный. В общем, не первый, а второй этаж будет перекопироваться на все остальные, ибо на первом есть то, что не должно быть на остальных этажах, и он должен служить лишь основой для дома. Когда здание было полностью готово, и когда даже на крыше было все обустроено, мне оставалось лишь откопировать этот кусок на все последующие, и все будет готово. Впрочем, как всегда, меня ждал большой облом. Помимо того, что я сталкивался с проблемой перестройки, при переносе одной части впритык к другой, я столкнулся с небольшой проблемой, точнее необъяснимой проблемой, которую, я надеюсь, мне удастся решить, но об этом позже. Основная часть проблемы была при переносе, и она заключалась в стеклах. Когда здания становились впритык к другой, стекла с краю дают о себе знать, что и проявляется в виде окон между стыками здания. Но не беда, такие проблемы я быстро заделываю. Также было еще масса стычек, которые пришлось исправить. Но все это делалось лишь потому, что это здание будет использоваться в будущем. Поэтому мне нельзя было облажаться и нельзя было халтурить. Да я, впрочем, нигде не халтурю. Про то, что это здание будет использоваться в будущем, я поговорю немного позже. Но не в этом выпуске точно. В общем, когда все косяки стыков зданий были исправлены, я приступил к его перекопированию на другие участки. Я рассчитал нужное мне расстояние, и через несколько попыток было поставлено еще 2 здания. В общем, пора приступать к внутреннему двору. Первым делом я, естественно, прочертил дороги, которые, кстати, в будущем будут дорабатываться узорами. Дальше я начал разного рода обустройства. Добавлял входы, подъезды, лавочки, детскую площадку. И, кстати, парковку я решил сделать в разы больше, нежели чем в предыдущем дворе. Чтобы машины полностью вмещали в себе все машины, которые я поставил. Ну, не поставил. Как-никак я стараюсь учиться на своих ошибках. После всего обустройства мне оставалось перенести двор на другую половину третьего дома, что не составило больших проблем. Чтобы дворы не были слишком похожи, я перевернул детскую площадку на 180 градусов. Также поставил разные деревья, потом везде добавил растительности, как внутри, так и снаружи. Двора я имею в виду, не дома, естественно. В целом дома и все вышеперечисленное получилось хорошим. Я его впоследствии дорабатывал, поэтому за кадром он стал еще лучше. Также некоторые вещи я буду доделывать на стриме, ибо в этот выпуск я попросту не успеваю все сделать. В этот список входит добавление кондиционеров, доработка дорог, возможно успею добавить фонарей, также пронумеровка квартиры и исправление бага со стеклами. Что за баг, спрашиваете? Ну, я о нем уже говорил, но почти в конце я столкнулся с аномалией.
Сам не знаю до конца и не понимаю, почему она образовалась, но может это потому, что я неосторожно использовал Word Edit. Когда я делал облет домов ночью, чтобы посмотреть на результат и освещение, у меня странно вел себя свет на верхних этажах. Он не хотел распространяться вне окон, и исправить данную проблему я решил, заставив всю стену землей и удалив ее. Таким образом, я обновил блоки стены, благодаря чему свет стал распространяться нормально. Но вот стекла теперь смотрят наружу. В целом это небольшая проблема, но я хочу попробовать узнать, как ее искоренить, ибо в будущем это может принести большие и серьезные последствия. На что еще способна эта аномалия, я не знаю, но если вы знаете, что это такое и как это исправить, жду всех в комментариях. Ну и ладно, вы, наверное, заметили, что на парковке не было машин. Все это потому, что я решил их немного переделать и поставить на парковку их в более обновленной версии. Промаялся я с ними долго, но думаю, что это стоит того. Ну что ж дальше? Далее мне пришлось дорабатывать дома, которые мы построили на одном из стримов. От меня требовалось лишь обустройство внешнего двора. У каждого из них он должен был быть разный, ведь именно на внешнюю часть дома будут смотреть пролетающие мимо игроки. Во время обустройки я заметил, что у половины домов отсутствовали двери. Не знаю, баг ли это Word Edit, но я постараюсь в этом разобраться. Естественно, все нужные двери я поставил обратно, у разных домов поменял дорожки, обустроил передние и задние дворы, и на этом, пожалуй, все. Стоит заметить, что много работы проходило за кадром, например, выращивание травы и деревьев, доработка предыдущих построек, и все это проходило мимо вас. Не потому, что я не хочу говорить об этом или это скучно, я их просто уже не помню, ведь таких мелких изменений сотни. Что-то я делаю за кадром, что-то на стриме, но все они настолько маленькие, что уже и трудно вспоминать. А вообще, если у вас много вопросов по городу, заходите на мои субботние стримы, в которых мы чаще всего строим этот же город. А также не забывайте писать свои небессмысленные комментарии. Ставьте лайки, если вам понравился выпуск. Подписывайтесь на канал в случае, если вы ждете мои новые ролики. Вступайте в мои группы, общайтесь. А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока.